Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События до конца июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Нужно сказать, что много планетарных событий именно приходится на вторую половину июля. И, наверное, одно из основных – это смена кармических лунных узлов. И если прежде был у нас Телец и Скорпион, теперь у нас будет ось Овен и Весы. И раньше, ну и в принципе называлась это ось дракона. Все реже как бы я сейчас встречаю эту терминологию, но тем не менее, вот именно дракон. Как бы у дракона есть голова и есть хвост. И вот северный узел, он как раз обозначает голову, да, или то, к чему мы стремимся. Так вот здесь голова как раз это Овен, а Овен, будем говорить, это у нас отстаивание собственных позиций, собственных интересов. Это импульсивность какая-то, это свобода и свобода выбора, и свобода самовыражения. А проигрывающая сила где-то это весы, а весы это у нас гармония. Поэтому начинается такой период, который может быть достаточно импульсивный. И как в нашем случае, это тоже для нас будет проигрываться хорошо, потому что мы наконец повернемся лицом к лицу к собственным интересам. Мы увидим самих себя как-то по-новому в изменяющемся мире. Но никто не склонен договариваться. К дипломатии вообще нет никаких предпосылок. А ведь именно часто дипломатия нам будет приходить на помощь. Вы люди достаточно лояльные, поэтому, ну, видимо, пользоваться этими энергиями в необходимых случаях, это будет хорошая помощь для нас, для всех. Но кроме лунных узлов, должна сказать, 23 числа у нас Венера, которая сейчас находится в знаке зодиака Лев, она принимает ретроградное движение. И вдобавок, где-то с числа 19-го Солнце, входя в знак Льва, по сути дела это управитель знака Льва, встречается с Лилит или с Черной Луной. А это все то какое-то зазеркалье, которое какое-то время дремлет, ждет, словно так вот тихонечко своего часа, а потом выплеснется наружу. Это как и какие-то эмоции, это вспышки, кстати, могут быть и агрессии в сочетании со сменой еще лунных узлов вектора вот этого. Тут люди могут вести себя совершенно каким-то непредсказуемым образом. И вот лунные узлы, они у нас сохранятся, это на 1,5 года бывает, до января 25 года. И поэтому эта динамика, она не закончится в конце июля. Она, увы, продолжится. Мы должны научиться играть по новым правилам, отстроить какую-то свою реальность, словно в других каких-то условиях, быть готовым к тому, что ситуация в любой момент может поменяться, и люди на нашем пути могут встречаться самые разные, и надо сказать, вот такая смена астрологическая будет влиять и на тех людей, у которых психика не всегда стабильна, им будет тяжелее всего. Поэтому где-то мы, понимание, благородство, да, по отношению к таким людям, правда, не все устойчивы, не все где-то, ну, морально сильны или могут выдерживать какое-то напряжение длительно. А ведь тут именно вот это качество для нас будет очень полезно. И 23 числа еще Лилит присоединится и к Меркурию, мои дорогие. А Меркурий это у нас все, что отвечает за информацию. Поэтому, в принципе, как хаос какой-то информационный может быть, так и интернет под владениями Меркурия находится, и платежные системы, в том числе электронные, я имею в виду, в связи с чем могут быть такие моменты опасные, потратить деньги не туда, куда надо, или буквально слить эти деньги. Какие-то финансовые риски для нас могут представлять опасность. Кроме того, мошенники тоже не дремлют, правда. Вот такой какой-то сумбурно-хаотичный период конца июля. Постепенно, может быть, потом будет выравниваться как-то ситуация, но пока это еще произойдет, пройдет много времени. И две планеты, провластные планеты, Сатурн, он находится в знаке Рыбы с марта месяца. А Рыба это у нас, ну, так вот, знаете, без четких границ. Поэтому и какие-то правила, они только начинают отстраиваться, но еще есть какая-то неопределенность, размытость. А Юпитер – планета, которая все увеличивает, или ее называют планетой счастья, с конца мая вошла в знак Тельца. И это тоже еще пока какая-то реструктуризация, ну, такие робкие попытки. Планетарные на самом деле события, я уже не говорю про Плутон, который поменял надолго
до 43-го года. Точнее, он не поменял. В этом году он вышел из Козерога, вошел в Водолей. Потом снова вышел из Водолея. То есть он словно топчется на месте туда-сюда. Вот такие реверансы создавая как для себя, так и где-то для нас, когда нет еще пока какого-то четкого порядка, нет какой-то структуры. Она еще только начнет отстраиваться. Наверное, как по нулевому аркану. Он называется «Хаос перед началом творения». И перед тем, как какой-то порядок действительно создастся, что-то уже в логическую цепочку выстроится, вот этот самый хаос и вот где-то этот период. Ну, будем оптимистами, реалистами. Вы люди очень интуитивные, и в таком меняющемся мире как раз повезет тем, у кого интуиция. И правда, надо сказать, для вас, для вашего знака зодиака, этот период наиболее благоприятный, правда. И не только этот год, а и 24-й, 25-й, это правда. Может быть, какое-то время представители знака зодиака Рак о себе просто-напросто забыли. И теперь пришло время о себе вспомнить. Итак, смотрим на картах Таро. Таро не всегда совпадает с астрологическими прогнозами, часто вообще кардинально противоположны. Поэтому призовем на помощь интуицию, ну, где-то оценим реальную какую-то обстановку и подумаем, как можно применить значение карт. Что придет? Конец июля. А что уйдет? Может быть, мы что-то закончим. Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что от нас, от меня скрыто, да? И три карты как три события, или может быть событие одно, но с какими-то составляющими. Вот давайте узнаем. Итак, что придет на мой порог? Правда, перемены. Старший аркан башня. В целом, чтобы, ну, для всех, потому что, безусловно, по любому аркану много значений, а по старшему так и тем более. Но это обстоятельства какие-то непреодолимой силы. Это то, что нас словно переформирует. Или это какие-то новости, или события, которые вот вас окружают. Может быть, события во внешнем мире, какая-то тоже обстановка. Таким или иным образом нам придется учитывать какие-то обстоятельства. Мы не сможем все, наверное, сделать так, как мы хотим. Тут, скорее всего, мы пойдем по ситуации, в зависимости от того, что это будет, так мы будем и действовать. Но надо сказать, часто все-таки это у нас прообраз тюрьмы, и часто это те какие-то ограничения, препоны, из-за которых мы не могли осуществить свой проект, к примеру, или какое-то дело конкретное, что-то тормозилось, становилось на паузу, или как-то не могли согласовать. А вот здесь как раз вот эти какие-то барьеры или то, что нам мешало, падают. Тюрьма нам, по сути дела, падает, ограничения какие-то падают, и перед нами открываются новые возможности. И на карте изображены двое, которые действительно как будто падают. С одной стороны, это олицетворение свободы, но ведь они падают, правда? Подержаться как будто или задержаться, за что-то ухватиться. Ну, нет такого предмета. И вот такое состояние невесомости в быстро меняющемся мире или в быстро меняющейся информации во второй половине июля вполне так себе для вас может быть. Но помните, наверное, что мы часто, конечно, можем себе загадать, допустим, как мы хотим, чтобы к нам пришли какие-то новые возможности. А вот тут они будут приходить совершенно каким-то непредполагаемым путем. И наша задача брать, что нам предлагает пространство. Где-то правильно провзаимодействовать со скрывающимися как какими-то предложениями или как применить, может быть, новые условия, в которых я нахожусь, к тем планам, которые у меня уже были. Есть элементы освобождения, повторюсь, по этой карте, но есть и тот пункт, когда нам придется делать что-то совершенно по-новому или в каких-то, но при новых обстоятельствах. Может быть то, чем мы никогда не занимались. Или даже может быть то, что мы считали, ну такого я делать не буду никогда точно. А вот здесь как раз мы скажем, о нет, это в самый раз. Мы сами примем такое решение. Обстоятельства меняются и заставляют
нас тоже измениться. Вот какая-то новая реальность отстраивается. По сути, это все то, что я говорила до карт. А что у нас уйдет или то, что, может быть, мы завершим, ну точно, какая-то апатия у нас уйдет. Может быть, нам некогда даже будет вот так сидеть пригорюнившись. Правда, вот этот сам по себе какой-то шанс, какую-то возможность мы должны увидеть, буквально взять какой-то кубок мечты, кубок радости, кубок счастья, какую-то использовать любую возможность, не откладывая на завтра. Иначе, отложив на завтра, завтра у нас не будет такого ни шанса, либо нам вообще ничего не предложат. И поэтому, если мы говорим, что уйдет, апатия какая-то уйдет. Попросту может не быть даже времени на то, чтобы я как-то раскис. Обстоятельства, может быть, настолько будут стремительно развиваться, или, может быть, такая разношерстная как будто информация или противоречивая информация, когда придется напрячь какие-то умственные мускулы для того, чтобы разобраться, что же есть по факту. Тут действительно, чем дело кончится, давайте узнаем. Ну, чем-ка, вот видите, все идет к тому, что вы маги и волшебники, карта алхимика. И он как раз умеет правильно взаимодействовать практически со всеми энергиями. Самое главное в себе не сомневаться. И если мы понимаем, доверяем как собственному голосу шестого чувства, как мы понимаем, что да, у меня все получится. Ведь по карте мага или алхимика самое главное — правильные мысли. Ведь мысли материально, уже это доказано. И здесь мы как будто ментально, мысленно уже формируем какое-то новое качество жизни, и мы его достигаем. Правда, для вас, чтобы не наколдовать себе чего-нибудь со знаком минус, контролируйте в первую очередь свои мысли. Они должны быть в более позитивном ключе. Вот, наверное, как эти лунные кармические узлы. Овен в себе не сомневается. Он, кстати, надеется сам на себя. Он не надеется на его величество, счастливый случай, или что кто-то к нему придет на помощь. Вот где-то в этом плане решимость, мужество, храбрость, она проигрывается. Но эти качества также присущи и магу. Поэтому будьте магами, волшебниками. Для вас нет ничего невозможного. Раз эта карта вам выпадает, чем дело кончится, скорее всего, вы прочувствуете свою силу сполна. Что если раньше были какие-то у меня, правда, сомнения, а ведь оказывается, я намного сильнее, чем я думала или думал. Любые задачи мне по плечу. Я могу практически все. Вот абсолютное, как и самодоверие, так и вера в собственные силы будет творить чудеса в прямом смысле. Чем сердце успокоится. Видимо, такой итог вы подведете, и вот эта самая уверенность, о которой я сейчас рассказывала, позволит вам закрыть, словно гештальт, закрыть дверь в прошлое окончательно. Десятка мечей — это всегда какая-то проигранная нами ситуация, которая, может быть, в какое-то время нас обездвижила. Мы не могли не взяться за какое-то дело, не, может быть, у нас не складывались так предпосылки, чтобы мы могли закончить какое-то дело. Что-то, опять же, становилось на стопор. Или мы в себе сомневались, кстати. А здесь вот эта темнота, конец вот этой темноты, вот и успокаивается сердце, что назад дороги нет. Мы словно перелистываем свою собственную историю жизни. Мы пишем новый сценарий, как будто с чистого листа. И правда, многие из вас могут даже задуматься о переезде. С учетом карты башни, тут какие-то такие обстоятельства непреодолимой силы для кого-то из вас могут сложиться, что не просто подвести какую-то черту над прошлым, а буквально даже начать какую-то свою новую историю с новым качеством жизни совершенно в другой местности. Для вас это тоже будет проигрываться. Если вы это не осуществите в июле буквально месяце, ну, может, у кого-то это и проиграется, но многие из вас об этом точно задумаются, причем задумаются конкретно, потому что, знаете, захочется словно не просто уйти из прошлого, а убежать и побыстрее. И опять же, все в вашей власти, потому что алхимику подвластно все. Что скрыто, что я могу не видеть? А нет ничего, чтобы от вас было скрыто. Вы, может быть, настолько предвидите, предчувствуете какие-то развития событий. Это ваша сильная сторона, правда. Слушайте интуицию. И даже какие-то
обстоятельства, которые будут со знаком минус или могут быть для кого-то, вы можете себе сказать, а ведь я предчувствовала, или я знал, что, ну, вот в этом деле ничего так хорошего не будет, или этот вопрос не способен быть к разрешению какому-то. Это, с одной стороны, у нас может вызвать вот это чувство где-то разочарования, но с другой стороны, это нас делает сильнее. Иллюзий уже нет, и апатии-то уже тоже нет. Нам остается только развернуться в сторону вот этих двух кубков. То есть у нас есть то, что мы можем положить в копилку своего будущего успеха. И есть какая-то реальность. И все. И дальше ход ваших мыслей, и у каждого по-своему, потому что каждый из вас, как алхимик, как маг и волшебник, задумает какую-то свою новую историю и будет идти к ней, причем достаточно уверенно и с новым качеством жизни, с новым интересом жизни и, самое главное, с каким-то новым самовыражением. Это, знаете, как знакомство с самим собой заново. Вот такая трансформация для вас, мои дорогие представители знака Зодиака Рак. Хорошо, давайте мы посмотрим, каковы же у нас тут события, перемены. Вот хотим мы того или нет, у вас несколько старших арканов, причем достаточно серьезных, как башня, нам тоже сказали, что это, да, какие-то события извне заставляют нас измениться. И карта колеса фортуны говорит, что твоя задача увидеть в открывающихся возможностях твои личные какие-то приоритеты, или как ты можешь, может быть, то дело, о котором ты всю жизнь мечтал, тут как раз будет возможность это осуществить с каким-то совершенно другим подходом, с каким-то другим осознанием Его Величества. Шанс чаще всего это как именно шанс выпадает карта, и мы чего-то не сможем оставить на потом. Значит, будет такая обстановка, когда для кого-то быстро собраться и поехать вам придется. Для кого-то из вас быстро принимать решения, быстро анализировать обстановку. Иногда будет казаться, может быть, что-то, знаете, как период словно замерло, но это буквально короткий отрезок, может быть, день-два, и вдруг закручивается вот этот маховик истории вашей личной, и вам приходится, ну, как быть и легким на подъем, так и быстро оценивать обстановку и принимать какие-то решения. И решения это должны быть вот где-то в согласовании с законом. Мы должны понимать, что у нас все должно быть буквально по букве закона. Мы не должны нарушать его. И тогда это играет нам в плюс и как будто защищает даже нас. Но карта еще говорит о том, что мы должны быть честны сами с собой и где-то удерживать вот этот баланс. И пусть, если мы говорим о кармических узлах, весы, как бы, да, это прообраз весов у нас все же показывает по карте справедливость и какая-то гармония. Пусть это проигрывающая сила даже при смене лунных кармических узлов, но для вас это будет очень важно. Это будет как для внутреннего мира какого-то, чтобы правильно оценить обстановку, чтобы не погнаться за какой-то иллюзией, так и не быть, может быть, не дать себя уговорить на что-то. Вот так вот здравомыслие какое-то, хладнокровие, это будет ваша как степень защиты. А для кого-то из вас это буквально могут подойти словно к финалу те вопросы, которые, может быть, какое-то время решались в судах. Или как обустроить тот или иной вопрос или какое-то дело. Мы можем обращаться как в высокие инстанции, как к представителям где-то, ну, такого высокого корпуса чиновников, тоже с целью прояснить для себя какой-то вопрос. Это может быть, конечно, и адвокат, но может быть и еще какой-то человек, если мы говорим, да, обращаемся к бюрократии в хорошем даже смысле, оформить тот или иной документ. Вот как будто походы такие могут быть, и тогда нужно принять во внимание, что мы как закон соблюдаем, но, наверное, учитываем, что есть иерархия в нашем обществе, и поэтому через голову как будто прыгать не нужно. А вот так спокойно в каком-то уравновешенном темпе, хотя вокруг может быть, ну, да все что угодно. Даже хаос какой-то может твориться. Но вот именно, может быть, благодаря вашему хладнокровию и где-то трансляции дипломатии у вас получится решить многие вопросы. Кроме этого, вы можете именно начать какой-то свой проект. Вот тот марафонский забег на годы.
Это может быть бизнес, ваше личное творчество, или может быть ремесло, которое мы разовьем до высшего пилотажа, и это нам принесет как дивиденды, так и приличный финансовый доход. С другой стороны, найдется человек, который может нам помочь. Может помочь деньгами, может помочь советом или еще какая-либо помощь. Продуктивное время, несмотря на какую-то хаотичность, несмотря на то, что быстро будет меняться события, да и новости могут быть тоже вот такие разрозненные и временами противоречивые. Но, видимо, потому что вы в энергиях алхимика-мага находитесь, вы правильно можете оценить, ну, наверное, лучше всех, что происходит по факту, увидеть события реальной жизни за какими-то фейками, рассчитать какой-то риск или не пойти правильней на какой-то риск. И поэтому для вас нет ничего невозможного. Нам, правда, не сказали ничего о любви, но, видимо, какие-то очень такие основополагающие, жизнеутверждающие вопросы стоят у вас на повестке дня до конца июля. Всему свое время. Может быть и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.